Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 23 февраля, выпуск промежуточный. Я хочу вам напомнить, что вы можете оставить в комментариях к нашему вчерашнему ролику свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра, 24 февраля. Так, я надеюсь, наши уважаемые зрители и слушатели помнят об этом. Также хочу напомнить, что в описании к этому ролику есть ссылка на наш Patreon. Если вы хотите получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, подписывайтесь. В Patreon я выпущу ролик с ответами на вопросы. Думаю, что 1 или 2 марта. Так, теперь давайте перейдем к насущным событиям. У Евросоюза опять проблемы. Опять не могут утвердить санкции, не могут утвердить новый пакет санкций. И не могут, насколько я понимаю, продлить предыдущие санкции. Причина, конечно, Венгрия. Мы уже вчера это с вами обсуждали, но так как спектакль затянулся, мы вынуждены обсуждать это уже и сегодня. Я думаю, что если, извините, если это затянется еще на несколько дней, мы обсудим и в следующие разы. Но интересный момент. Орбан продолжает ставить палки в колеса и продолжает тормозить Европейский Союз. Насколько хватит терпения Европейскому Союзу, здесь сказать очень сложно. Евросоюз — это такая большая бюрократическая машина, которая очень неповоротлива, очень такая, очень вязкая, очень сложно набирающая обороты. И надо сказать, что, конечно, Орбан в этой ситуации ведет себя как последний негодяй. Ну, в сущности, он с таким имиджем живет, видимо, к такому имиджу привык, и, видимо, с таким имиджем будет, этот же имидж будет продолжать развивать. Далее перейдем к Владимиру Путину. Владимир Путин, вернее, человек, похожий на Владимира Путина, продолжает путешествовать, путешествовать условно, продолжает показываться на публике, продолжает жать руки посторонним людям. Мы с вами прекрасно понимаем, что президент России Владимир Путин никогда, ни при каких обстоятельствах постороннему человеку руку не пожмет. Мы видели, на каком расстоянии он встречает заграничных гостей, на каком расстоянии он встречается с отечественными чиновниками, даже с людьми из довольно близкого круга. Да, из совсем близкого круга с людьми он встречается лично и жать руку не стесняется. Но вот то, что касается показаться на стадионе, показаться в толпе людей, в окружении вообще незнакомых ему людей, ну, конечно, для этого используется двойник. Мы об этом уже говорили неоднократно. Сейчас, чем дальше, тем больше людей подтверждают нашу информацию касательно двойников. Я думаю, что здесь только слепой уже может не увидеть разницу между реальным президентом России и двойниками. Если тяжело угадать по внешности, смотрите по поведению. Поведение двойника гораздо более открыто по отношению к окружающим, чем президента России. Обратите внимание на выступление, на послание Федеральному собранию. Выступал как раз президент России Владимир Путин. Обратите внимание на расстояние до ближайших людей и обратите внимание вообще на все меры безопасности. Человек, который выходил вчера в Лужниках на митинге, концерте городить какую-то ерунду, ну, безусловно, не является президентом России, а является лишь человеком, который на него похож. Причем похож, чем дальше, тем, по-моему, меньше. У президента России проблемы сейчас со здоровьем. Ему назначили лекарственные средства, которые выводят воду из организма. Для его двойника такую терапию проводить нереально, потому что у двойника, как мы уже раньше писали, проблемы с почками. Проблемы с почками, при которых данное лекарство строго противопоказано. И поэтому двойник просто не успевает худеть за президентом России. Можете обратить внимание на мешки под глазами у реального Путина и на физиономию двойника и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это два разных человека.
хоть в принципе и похожим. Конечно, стараются гримеры, конечно, напрягаются в этом и в этом отношении пытаются создать образ реального президента из двойника. Ну да ладно, давайте теперь перейдем дальше. Дальше у нас Пригожин. Пригожин продолжает удивлять и радовать. Это, конечно, условность и, конечно, сарказм. Пригожин сказал, что все, добился всего, ему теперь будут выделять достаточное количество вооружений и боеприпасов. Все это, конечно, полная чушь. Ничего абсолютного не добился. Сколько выделяют, сколько выделяли в последнее время, именно в последнее время, столько будут выделять. Ни больше, ни меньше. Обещали более ответственно подходить к качеству боеприпасов, которые поставляются. Это да. Но то, что касается количества, вообще никаких обещаний, абсолютно никаких. И мы с вами наблюдаем на сегодняшний день, еще раз повторяю, мы с вами наблюдаем закат. Закат ЧВК Вагнера, закат звезды этой частной военной компании. Возможно, в скором времени все изменится. Опять-таки, мы уже неоднократно говорили о том, что президенту России Владимиру Путину стучит моча в голову довольно часто, и он довольно часто меняет решения. Но на сегодняшний день никаких перспектив у Вагнера нет. Что касается самого Пригожина, здесь немножко более широкий вопрос. Пригожин нужен как организатор, Пригожин необходим для коммуникации в Африке, Пригожин необходим для коммуникации в целом по ЧВК. Пригожина с удовольствием убрали бы, но Пригожин нужная фигура. Пригожин в смысле налаживания коммуникации, в смысле того, как он сам себя обезопасил, я не знаю, то ли это у него такой талант условный по предчувствию большой жопы, которая надвигается в его жизни, и он себя обезопасил, то ли это случайность. Такое бывает. Такое бывает у людей, которые ведут подобный дерзкий образ жизни. У них бывает обстоятельства складываются случайным образом так, что они выстраивают самую безопасную для себя линию при довольно дерзком поведении. Это интересно, их можно разобрать более детально, но вот у Пригожина именно так. Будет пока Пригожин существовать, если, конечно, какой-то человек или группа людей вне круга Владимира Путина решит разобраться по-своему. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день это маловероятно, хотя и полностью не исключено. Новые зэки, если будут записываться в ЧВК Вагнера, это если раньше это было 90% смертельно, да, мы знаем, что не более 10% выживает из ЧВК Вагнера, по крайней мере, того, что касается вербовки зэков. А вот на нынешний момент это не менее 99% будут гибнуть из нанятых по новой схеме уголовников. Заставит что-то изменить людей в этом? Я думаю, что да. Я думаю, что уже не так много людей в тюрьмах готовы жертвовать собой, готовы рисковать на таких маленьких шансах. Вообще, рисковать при шансах менее 90%, ну, это чистый идиотизм, конечно. А у них наоборот, у них шансы выжить всего 10% были. Теперь менее 1%. Ну, не оскупеет земля русская глупыми людьми. Я думаю, что найдутся. Так, мы с вами подходим уже, извиняюсь, к окончанию эфира этого. Я хочу вам напомнить, что вы можете оставить свои вопросы в комментариях к нашему вчерашнему ролику. И перед тем, как оставить комментарий, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса. Это очень важно для того, чтобы я понимал, что в комментарии содержится вопрос, а не это обычный комментарий. Мы очень ценим все комментарии. Конечно, мы читаем, и нам важны похвалы, и поддержка. Это все очень важно. За это большое спасибо. В описании к этому ролику, в комментариях, вернее, к этому ролику можете оставлять любые комментарии. И чем больше слов, тем лучше. Ну, минимум 5 слов, да, мы с вами знаем. Также поставьте лайк, если нас поддерживаете. И еще раз напомню о том, что у нас есть Patreon, на который можно подписаться и задать свой вопрос.
Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. И это самое главное, мы работаем для вас. Я уверен, что вы об этом знаете. Но не устану вам об этом напоминать. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся уже завтра в ответах на вопросы. Всего доброго, до свидания.